Здравствуйте, ребята. Пойдемте погуляты. Меня зовут Тимур. И я буду вам что-нибудь сейчас рассказывать. Уж не знаю, интересно вам это или нет. Мне интересно, да, переключитесь, господи. Делов-то пару раз кнопку нажать или по экрану тыкнуть. Только проснулся, еще не разболтался. Мы находимся в чудесном городе Чангмай. А город этот находится в чудесной стране Таиланд. Хотя кому чудесная, кому обычная, привычная. Все уже зависит от того, насколько взгляд замылился. Я тут в этих во всех чудесах уже со времен ковида примерно обитаю. Но это постоянно. А до ковида еще несколько лет здесь довольно плотно тусил, но не постоянно. Приезжал так, на лето, точнее на зиму. Вот здесь у нас какая красота. Вот, сразу просто буду рассказывать по ходу и о себе, и вообще зачем я все это задумал, зачем я включил запись. И это вообще мое первое видео, поэтому извиняюсь за паузы, за повторение, за заикание. Короче, оказался я в такой ситуации, что скорее всего через несколько лет жизни в Таиланде, наверное, скоро я буду отсюда валить. И я понял, что, в общем, никогда нормально тут ничего не записывал, не документировал. Решил наверстать упущенное. Вот. Ну а заодно и выговориться по поводу наболевшего, нашумевшего, пригоревшего. Я не знаю, кстати, как вообще все будет записываться. Ну, если... Потому что у меня новая камера. Ну, точнее, она подержанная с рук, но для меня она новая. Микрофон тоже новый, у которого нет этого шумоподавителя. Точнее, шум какой-то цифровой там есть. А вот ботинок чей-то лежит. Меховой такой фиговинки нету, которая должна быть. Так что не знаю, как качество звука, посмотрим. Так, что я вообще говорил? Ну вот, да. В общем, здесь я прожил с какого там, получается, 19-го года, что ли, и до 26-го, получается. Довольно долго. Получилось так, как получилось. Я, в принципе, не собирался здесь настолько долго задерживаться, но ковид, сами понимаете, где-то все застряли. Я тоже решил где-то застрять и понял, что, наверное, лучше все-таки быть в каком-то месте, где уже все знакомо, чем еще где-то. И прорвался в Таиланд. Тут как раз еще можно было, или уже можно было, не помню. Мозг какой. В
Так как это довольно давно, я уже немножко забыл. Так. Sorry. Как точно все это происходило. Но помню я, что самолеты сюда то ли уже летали, то ли еще летали. Но нужно было просидеть в специальной гостинице в карантине чуть ли не 2 недели, по-моему. Но это казалось не так страшно. И поехал я сюда. Поехал я сюда устраиваться на работу учителем английского языка. Ну, о себе я тоже буду параллельно рассказывать, с чего я вдруг решил, что я смогу. Потому что, во-первых, английский у меня довольно сносный. И говорю я на нем уже много лет. В общем-то, часто использую его как основное средство общения. Так как еще до того, как я поехал в Таиланд, я уже довольно долго жил в Европе и в Азии. Пожил и даже в Америке там какое-то время ошивался. Но об этом, обо всем по порядку в других видео. В общем, да, язык у меня был нормальный. Плюс когда-то давно я учился в Иньязе, хотя и даже там немножечко преподавал в каком-то речном училище у себя на родине. Ну, конечно, с тем, с чем я здесь столкнулся, я не был готов сталкиваться, но это тоже случилось позже. В общем, формат будет такой: я буду просто ходить, записывать видео в тех местах, где я нахожусь. Как я уже сказал, скорее всего, я буду куда-то перемещаться и, наверное, все-таки буду где-то здесь, в Азии. И буду рассказывать о всем помаленьку, сумбурно, без какого-то особого, наверное, написанного сценария. Я не знаю, что из этого получится, но я хоть сейчас проснулся, говорить начал. Что проснулся? Это не утро, время 5:35, уже 6 час. Но на улице такая жара была, что я решил немножечко подремать, прежде чем вообще куда-то выдвигаться. Камера, мне кажется, наверное, будет прикольно снимать, потому что это давно уже мечта у меня иметь что-нибудь такое гладкое, гимбальное. И даже у меня был раньше гимбал, и камера была, как она называлась-то, господи, не помню, потом скажу. Такая маленькая прикольная камера, но в общем, было много геморроя с ней, у нее не было экрана встроенного. Вообще она была большая, тяжелая, и тогда немножко другие идеи были. В общем, было больше амбиций. Эти амбиции, как всегда, свелись к тому, что я ничего вообще не снимал толком. Точнее, снимал, но ничего не использовал. Вот, поэтому тут немножко сетап попроще. Это DJI Pocket Osmo, вторая модель, которую я купил здесь, в Таиланде, на Facebook Marketplace за несколько тысяч бат. Вообще не был уверен до последнего момента, что она вообще работает, потому что у меня карточки не было. Карточку сегодня привезли, заказал онлайн, конечно, чтобы сэкономить. И вроде пока работает, посмотрим. Какие-то блестяшки. Вот, сегодня суббота, ты сегодня суббота, проснулся. Сегодня воскресенье. Воскресеньем здесь прикольный, кстати, хороший магазин с этими рюкзаками, с секонд-хендом.
Ой, по воскресеньям здесь рынок ночной здоровый. Вот туда мы куда-то идем, в ту сторону. Постепенно направляемся. Так, ладно, дальше возвращаемся к тому, как я здесь оказался, вообще зачем. В общем, до переезда в Таиланд я вообще ошивался в Японии. В последнее время работал я тогда на удаленке, занимался каким-то там дизайном. В общем, как-то на что-то хватало, на какие-то передвижения. Было классно, но потом я вот оттуда из Японии уехал обратно к себе в Сибирь погостить. И там и застрял, когда начался ковид. Потом, когда придумали, как с этим совсем, как это все регулировать, и открыли вот эти вот карантинные отели, и начали опять летать, я понял, что надо обратно в Азию лететь, пока есть возможность, и свалил в Таиланд. Вот если честно, мне сейчас даже сложно вспомнить, потому что кажется, что одновременно вообще ничего нельзя было, никуда нельзя было вылезти. На самом деле, да, это просто первые 2 недели, по-моему, нельзя было никуда выходить, а потом тоже все нормально было. И даже можно было устроиться на работу, чем я и занялся, и устроился на свою первую работу учителем в частной школе. Причем частная, это не значит, что какая-то там элитарная, а просто, не государственная, просто реально тупо контора, которая по всей стране открывает школы и за деньги там детей чему-то учат. Такие вот балбесы, как я. Почему балбесы и почему чему-то? Потому что тайская система образования, она все сама по себе очень интересная. Она такая немножко бизнес-ориентированная, мягко скажем, как, впрочем, и все здесь. То есть, когда ты едешь в Таиланд туристом, у тебя начинают тут мягкая, доброжелательная, с улыбкой разводить на деньги. Это не потому, что ты турист, а потому что это Таиланд. Здесь всех разводят всегда и на все. Это у них образ жизни такой. Вот зайду чуть-чуть, улочку зайду, покажу. Дальше пойдем. Ой, сумбур. Вот, конечно, по идее надо готовиться к таким записям, но неохота, вообще, когда я только проснулся, когда спишь под вечер, потом башка не варит. Короче, отсидел я 2 недели в этом карантинном отеле, выпустили меня, и начал я работать. Работа была не пыльная, потому что, как оказалось, все дети учатся на удаленке. И котечка сидит. И, соответственно, мы тоже, по идее, должны были... Тут просто какой-то завал каких-то странных вещей. И вот это все просто реально посреди города вот такая вот куча какого-то мусора. Это кто-то что-то пытается, может быть, там какие-то металлы оттуда вытапливать. Вот. То есть просто я по порядку буду говорить, я не знаю, наверное, лучше не в общем, а... Ой-ой-ой, собачка заорала, аж напугала меня. Так, ладно, пойдем дальше. Здесь уже все так. Да. Устроился я в первую школу. Эта контора называется Сарасас. И начал я там работать. Все дети сидели по домам, но мы вынуждены были ездить на работу в школу, которая находилась даже не в самом Бангкоке, а в пригороде Бангкока, который называется Самут-Пракан. Потому что Бангкок, он гигантский, в принципе, сам по себе. То есть тут как бы... То есть Самут-Пракан — это вообще другая провинция, по идее, соседняя провинция. Там даже иммиграционный офис свой и прочее. Но, в принципе, это часть Бангкока. И сейчас туда даже
доходит метро, новая ветка, но когда я устроился, еще не было. Поэтому приходилось туда ездить на каком-то транспорте. Сначала я вообще ездил на метро, и потом на маршрутках, которые я вообще не всегда путал, потому что они все одинаковые примерно, то есть там нет каких-то там номеров маршрутов, они отличаются просто по цвету и надписям. В общем, цвет тоже может быть один, а надписи могут быть разные, но так как это на тайском, на меня они все равно все выглядели одинаково абсолютно. Вот. Потом я вообще купил, себе электроколесо и моноколесо, электроколесо, моновил, и, гонял на нем от метро на работу. Ну, пока еще ни с кем не был знаком. Потом познакомился с там еще с одним учителем, французом, который преподавал там математику. И он жил еще дальше, чем я, причем намного так дальше. И мы с ним договорились просто ездить вместе на такси. Ну, там нашли какого-то водителя, тут можно с таксистами договариваться, они, в принципе, будут каждый день тебя по одному тому же маршруту возить, как свой водитель, В общем, мы договаривались, к нему приезжала машина, забирала его, потом заезжали за мной и везли нас вообще в другую провинцию. Что очень странно, но это вот прям реально так и есть. Зайдем здесь, посмотрим. Да, это было все очень утомительно, потому что иногда можно было в трафике, там, в пробках проторчать и по 2 часа, ну, особенно в обратную сторону. То есть там очень сильно заранее нужно было выезжать, но жить хотелось в нормальном месте, а не в этой вот провинции, где там, в принципе, ничего не было, кроме куриц там каких-то. Поэтому жил я в самом центре города, про это место тоже расскажу. Сейчас, наверное, да, потому что я ничего не соображаю, пока я буду просто все по порядку рассказывать, как было. Потом в следующих видео, может быть, углублюсь в какие-то, в принципе, что я хотел делать изначально, какие-то нюансы тайского общества, потому что пока в основном про Таиланд будет, так как это такой мой большой период жизни, который, судя по всему,